Несмотря на то, что дело было в Узбекистане, на суп у нас чаще шла говядина, потому что баранина была очень дорогой. Но когда попадалась молодая говядина, вот такие замечательные ребрышки, да еще и лопаточная часть, то, конечно, начинался праздник. Вот теперь ребрышки имеют равную толщину. Отличные ребрышки. Кто не посмотрел предыдущий рецепт о говяжьих ребрышках, посмотрите его вот здесь, по ссылке в левом верхнем углу. А пока мы разрубим ребра для того, чтобы каждому досталось по кусочку. Знаете что? Будете готовить эти щи или борщ, а возьмите все равно казан. Пусть он будет пошире, попросторнее. По сути дела, мясо можно было бы взять и поменьше. Суп все равно получился бы очень вкусным. Но если есть, почему бы не сварить? Не надо сразу устанавливать очень большой огонь. Пусть нагревается при среднем нагреве, либо чуть выше среднего. Пока вода вскипает, нарежем тонкими полукольцами лук. Я с удивлением узнал, что согласно норме правил русского языка, правильно говорить не щавель, а щавель. Дело в том, что у нас в Узбекистане и русские, и те, кто просто общались на русском языке, всегда говорили щавель. Но у нас в Узбекистане сложился свой собственный диалект русского языка. Мы, например, и масло называли не хлопковым, а хлопковым. И это было нормой для нас. Понимаете, любая культура, хоть культура языка, хоть кулинарная культура, в отрыве от основного этноса начинает обосабливаться. Она начинает принимать черты и характер окружающих народов. А поскольку у нас в Узбекистане жили люди самых разных национальностей, у нас получилось нечто среднее. Если хотите узнать, как разговаривали, как готовили, как жили, какие привычки были у советских людей, вы должны поговорить с теми, кто жил именно в Средней Азии. Понимаете, ведь в европейской части, будь то Россия, Белоруссия, Украина, я точно знаю, в супы закладывают головку лука целиком. А мы лук резали. Мы так научились от наших соседей, от узбеков. И нам до сих пор так вкуснее. Будет, возможно, удивительно для вас, но правила приготовления мяса на гриле и правила отваривания мяса в кастрюле пересекаются. Дело в том, что внутри мяса тепло распространяется очень медленно. И если это учитывать, то можно понять, как следует варить мясо в том либо в ином случае. Сейчас у меня в этом казане мяса очень много. Бульон все равно получится очень крепким, наваристым, вкусным. Если опустить мясо в очень горячую воду или очень быстро нагревать воду, тепло не успеет распространиться внутри кусков мяса. Поверхность нагреется очень сильно, довольно быстро. При нагревании любое мясо стягивается. И понимаете, когда мясо по его поверхности сжимается, оно выжимает из себя изнутри, еще из сырого мяса, все соки. А сейчас мы варим очень медленно, очень осторожно. Уже полчаса мы ждем, когда закипит в казане. При этом тепло равномерно распределяется внутри куска мяса. Внутри куска мяса жидкий белок успевает отвердевать. Поэтому наружу, в воду, в будущий бульон выйдет не так много белка. Но мяса у нас в кастрюле сейчас очень много. И сколько бы белка ни вышло, этого будет достаточно для того, чтобы бульон получился вкусным, наваристым и ароматным. А если бы мясо было поменьше, то, может быть, имело смысл, наоборот, мясо опустить в горячую воду, нагревать его очень быстро, чтобы как можно больше мясного белка перешло в воду. Может быть, даже имело бы смысл порезать мясо более мелкими кусочками. Ровно в тех же целях получить более насыщенный бульон.
Во французской кухне существует прием, когда в уже практически готовый, но не слишком удачный бульон добавляют с полкило фарша. И бульон становится и прозрачным, и ароматным, и насыщенным. Вода закипела, надо убавить нагрев на минимум. И самое время снимать пену. После того, как закончили снимать пену, обязательно протрите борта, края кастрюли, либо казана. Здесь вот тоже пена останется, а вы потом продукты добавите, и она снова в бульон. Чем она страшна? Не отравишься, разумеется, от пены. Просто некрасиво. А мы сегодня готовим восхитительный суп. Я хочу, чтобы все было так, как в детстве. Чтобы все было идеально чисто, идеально зеленое, идеально прозрачное. Понимаете меня? Вот теперь мясо можно посолить, и если еще будет пена, она отойдет быстрее. А еще одна пена обязательно будет после того, как мы опустим лук. Морковь у меня сегодня молодая, а репа, наоборот, старая. Поэтому морковь я опущу в казан только когда лук утонет, а репу можно опустить уже сейчас. В принципе, можно опускать любые коренья, какие у вас есть. Есть сельдерей, кто любит сельдерей, не знаю, пастернак, корень петрушки. Но в Узбекистане, как ни странно, репа тоже такой национальный продукт. Практически как для русской кухни. Поэтому в Узбекистане люди очень любили добавлять репу не только в традиционную шурпу, но и даже в такие вполне себе русские, украинские супы. Какие специи и приправы добавляют в подобного рода супы в России? Ну, наверное, вот лавровый лист да черный перец. Мы от них не отказываемся, но помимо этого я добавлю в суп еще и нечто узбекское. Я добавлю щавелевый суп в зеленые щи, в зеленый борщ, зиру и кориандр. И о красном перце тоже не забуду. Когда готовишь какой-либо суп в казане, есть особое удовольствие. И польза, и удовольствие. Если в казане кипит где-то в одном месте, то надо зачерпнуть прохладный бульон где-нибудь с краю. И вот так вот поднимать, тоненькая струйка переливать в то место, где кипит, гасить бульон. Он, говорят, кислородом насыщается, экстрактивные вещества вымываются из продуктов. На самом деле все очень просто. Понижается температура кипения. И поэтому суп и бульон становятся от этого только вкуснее. Но сейчас в этом бульоне все так хорошо, что пора, самое время закладывать морковь и фасоль. Щавелевый суп можно приготовить и вовсе без фасоли. Но некоторые, особенно когда соблюдают пост, вот бывает у православных Петров пост, готовят щавелевый суп без мяса. И тогда фасоль обязательно. А я вам могу сказать, что можно приготовить этот суп. Хочешь с красной фасолью, хочешь с белой. Благо вот у Националь и красная фасоль, и белая фасоль просто великолепная. А не нравится ни красная, ни белая, так и на этот случай выход есть. Есть фасоль марон, которая ни красная, ни белая. Она коричневая бразильская фасоль. Тоже отлично подойдет. Но сегодня я приготовил фасоль красную. Эта фасоль Националь очень чистая, очень качественная. Все бобы один к одному. И я ее замочил и отварил до полуготовности. Ну и хватит. Смотрите, вот всего полпачки сварил. А как много получилось. Ну ничего, из этих остатков такой лобио получится. Хорошо. Самое время опускать картошку. В самом начале, когда пену первый раз снимали, я солил. Но солил явно недостаточно, всего одна ложка там была.
А с тех пор сколько продуктов туда добавили, и объем увеличился, да и вот картошка. Картошку непременно надо посолить. Насыплю пока пол-ложечки, а там попробуем. Ну вот и добрались до виновника сегодняшнего торжества. До щавеля. Или все-таки щавеля. Вот вы как привыкли говорить? Листики я режу примерно сантиметровыми полосочками. Но вот дошло дело и до стеблей или черешков, как их правильно назвать. В общем, их тоже можно немножко порезать. Они дают очень хорошую кислинку. Только резать их уже надо помельче. Белую часть зеленого лука тоже можно добавить к щавелю. А укроп и зеленая часть лука пойдут на украшение, посыпать готовый суп. Как же вкусно пахнет зелень, которая выросла под солнцем. А вы представляете себе, ведь раньше, вот в моем детстве, эта зелень только весной появлялась. Вот у нас в Узбекистане в марте, в апреле. И, конечно, после долгого перерыва ее вкус и аромат ощущались очень ярко. Господи, как вкусно пахнет! Вы бы знали, как трудно было дожидаться вот этих последних 2 минут в детстве. На столе стоит хлеб, сметана, и я порой начинал с хлеба и сметаны в тот самый момент, когда мать опускала в кастрюлю щавель. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. В такие супы принято класть отварные яйца. Мама всегда их резала мелким кубиком. Уже потом, будучи взрослым, я увидел на картинках, что некоторые кладут яйца половинками. А давайте сделаем и так, и так. Мне яйца, вот обычные вареные яйца,
В этом супе нравились очень. Мясо достанем. У каждого из нас есть блюда, которые мы любим с детства. В детстве я очень любил зеленые щи. Потому что зеленые щи в Фергане можно было поесть лишь раз в году. В тот день, когда мама убиралась на веранде, раскрывала настежь окна, ставила у окон белый кухонный столик, и на этом небольшом белом столике умещались все яства, которые давала Фергана в апреле месяце. Вареные яйца, сметану, свежую зелень, вкусный хлеб, правильно отваренное мясо и тарелку зеленых щей. Прохладный, но еще не жаркий воздух приятно щекотал ноздри. И может быть поэтому, а может быть потому, что это было детство, счастливое детство. У меня был очень приятный аппетит.